Ну что, Кирилл Платоныч, к Лизе не вернешься? Нет. А с Варварой как-то отношения оформлять собираетесь? Нет пока. Куда нам спешить? А, действительно, куда вам спешить? Детей заводить тоже вы спешить не будете. Ну и для кого, по-твоему, я все это организовывал, а? Для сына неудачника? Если ты не понимаешь мою музыку… О, в этом ты абсолютно прав, Кирюх. Я твою музыку действительно не понимаю. Но это еще полбеды. Скажу тебе более, твою музыку не понимает никто. Да, или почти никто. Ты сам подумай. Ни на одну радиостанцию, ни на один музыкальный канал на телевидении ее даже за деньги пристроить не удалось. Из этого следует вывод, что сын у меня неудачник, и я обязательно это отмечу в своем завещании. Ой, я на секунду. Ты чего? Да. Ты чего, расстроился? Да все хорошо будет, все будет. Секунду, подожди, пожалуйста. Стоять, жена. Ни стыда, ни совести. Свою козу на день рождения отца пригласил. Ко мне больше не подходи. Водочки плесни. Но... За нас. Благодарю. Платош, я очень прошу тебя, Я прошу тебя, даже не начинай эту тему. Кстати сказать, до меня дошли сведения, что неожиданно вернулся из командировки твой друг. Верно? Платош, Да. какой друг? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, очень хорошо, что не понимаешь. Дорогие друзья, давайте не будем забывать, что мы собрались здесь отметить день рождения нашего дорогого Платона Тимофеевича. Да, С днем рождения, папа. да, благодарю вас. Да. Всего вам доброго. Будь здоров. Замечательно. Мне почему-то грустно. Ну ладно. Не стоит. Да. Я сейчас поздравлю. Угу. Я быстро. Давай. Приехали. Бросай оружие. Пап, как ты меня вычислил? Так ты неправильно двигался по отношению к цели. Слишком открытыми перебежками. Тебе не здесь нужно было замечь, а вон там, видишь? Понял, пенек. Держи. Спасибо. Хотела поздравить вас с днем рождения и подарить вам небольшой подарок. Ну, и что это? Кулон. Интересно. Пантелеймон Целитель. Чудная вещь. Вам нравится? Ты даже представить не можешь, как. Прости за некие сентименты. Превосходно. Вот от сглаза, от болезней. Спасибо. Ну, с днем рождения. А ну-ка скажи мне, ты детей хочешь? Да. Почему не рожаешь? Что, Ну, Кирюха против? да нет, мы думаем над этим. Давайте думайте скорее. То ведь я уже завещание составил. Ну, С днем рождения вас еще раз. А мама лучше тебя стреляла? Конечно. Она же мастер спорта международного класса была. А вот я вырасту и тоже мастером спорта буду. Я и сейчас хорошо стреляю. Платон Тимофеевич. Платон Тимофеевич. Что случилось? Что случилось? Первая проблема. Платон Тимофеевич! Осторожно, голову! Держите голову! Первый, ты где? Что случилось? У нас проблема.
Епифанцев в коме. Врачи считают, что его отравили. Яд был либо в еде, либо в напитках. Ну, без участия официантов и поваров незаметно подсыпать яд невозможно, тем более, что никто из гостей не пострадал. Да, так прицельно мог действовать только официант. Подозреваемый Портнягин, он вообще исчез до приезда полиции. Его нигде нет. Дома нет, с родственниками он не связывался. Да может, он просто испугался, что на него повесят всех собак. Я не знаю. Он сбежал, но что им пришло в голову? Может быть, официант подумал, что это совсем не сердечный приступ? Согласен. Согласен. Тогда я принимаю, что Портнягин – наше генеральное направление. Остальных тоже не забывайте. Ясно. Получается, вы сработали вполне профессионально. До приезда оперативно-следственной группы никто из гостей и персонала особняк не покидал. Но один человек… Вы официанта имеете в виду? Я понятия не имею, куда он исчез. А я вам подскажу. Вы подождали, пока он уйдет. И захлопнули клетку. Я не понимаю, о чем вы. Платон Тимофеевич мне реально как отец. Он операцию платил в Америке моей матери. Понятно. А как вы считаете, у кого мог быть мотив убить Епифанцева? Понятия не имею. Представить не могу. Он добрый. Он даже с прислугой возится как с родными. То есть вы хотите сказать, у вашего мужа не было врагов? Вы разговаривали со своим отцом перед тем, как он упал? Вы говорили со своим отцом перед тем, как он потерял сознание? Да. Да, был у нас разговор. Как только я приехал. Ну, это нормально. Отец опекает своего сына. Он вообще старался всех вокруг всегда опекать. Если у Платона и были недоброжелатели, то это вряд ли кто-либо из семьи. Он же всем помогает. Вы ищете не там. Что скажешь? Что в их словах столько любви, как будто Платон уже покойник. Пока их муж, отец, дедушка жив, они будут исходить из абсолютно противоположных соображений, а следовательно, врать напропалую. Предлагаешь отключить Епифанцеву аппарат жизнеобеспечения? Это был бы идеальный вариант. Может… Нет. Другие идиотские идеи есть? Есть. Надо в этот тихий омут несколько камней кинуть. Приготовься. Ты меня пугаешь. Дай мне 1 минуту. Его все любили. Ему вредить себе, поэтому вы ищете не там. Здравствуйте. Любезная Ольга Николаевна, только что один из свидетелей показал, что именно вы насыпали яд в бокал вашего мужа. Я была совершенно в другом месте. Интересно, кто это мог такое сказать? Увы, это следственная тайна. Ясно. А знаете что? Яд Платону могла Лиска подсыпать. Жена Кирилла? Жена. Только он сейчас с другой. И за это она ненавидит его отца. Почему бы нет? Платон мог пальцем пошевелить, и Кирилл тут же вернулся бы в семью. Но он ведь этого не сделал. Вот она и бесится. Вы руководили организацией праздника. Вы руководили официантами. По-вашему, выходит, я отравила Платона Тимофеевича? Я что, идиотка? Может, это новая пассия моего благоверного? А мне это зачем? Я Кириллу никто, я не жена ему. Вы думаете, что если я его отца убью, то сразу миллионершей стану? Нет. Она подарила Платону Тимофеевичу какую-то… Ерунду. Потом они выпили вместе. И через 3 минуты он… Есть другие мотивы, кроме финансового. Да? Какие? Месть? Да мне не за что ему мстить. Вот Коржову этому бодигарду, ему есть за что. Спросил я его. Пусть жена в обычном доме рожает. Нет, ему надо элитный. Но когда ее перевозили, машина в аварию попала. 6 лет тому назад. Алиби практически нет ни у кого. Елизавета Епифанцева, законная жена сына Платона Кирилла. Отношений у них как таковых нет, у Кирилла роман на стороне. Она отвечала за кухню. Вот я бы на нее и поставил 1-м номером.
Варвара Краюхина, гражданская жена Кирилла. Мотива у нее как такового нет, но именно в компании с ней Платон выпил тот роковой коньяк. А если Варенька по ошибке отравил Платона? Это исключено. Этот коньяк был только Платон. Согласен, я его обонял. Купаж редкий. Даже я своих гостей не всех таким угощаю. Подозреваемый номер 3 – Коржов. Начальник службы безопасности Платона. Именно из-за Платона погибла его жена. Столько лет он ждал, чтобы отомстить. Не знаю. Единственные наследники – это жена и сын. На празднике свидетели говорят, что Платон хотел изменить завещание, и они оба были в курсе. Угу. Настоящие конкуренты. Вот эти. За единственного наследника всего нажитого честным трудом. Угу. Ну, не знаю. Мальчики. Подозреваемый номер 1 – это Денис Портнягин, официант. Именно он принес Платону этот роковой коньяк. И скрылся еще до того, как Платону стало плохо. Роман Витальевич, что с вами? Ай, поясницу прихватила, вчера продула. Официанта убили. Рана нанесена колюще-режущим предметом. Бегуны обнаружили. Значит, официант и был исполнителем. А его убрали, чтобы он больше никого не выдал. Или его убрали для отвода глаз. Убежал, скрывался он тоже для отвода глаз. Билет на поезд на Иуме покупали посмертно. Тоже для отвода глаз. Есть видео с камеры наблюдения на вокзале. Видео есть. Лица на нем нет. Парень знал расположение всех видеокамер на вокзале. Хорошая у него база данных. Значит так, Виктор Иванович, отрабатываешь окружение Епифанцева. В кармане. А от вас результат по Краюхиной. Так точно. Прошу. Давай. Фрейд ей не звонит. Полтора года назад Краюхина перебралась из родного Новосибирска в Москву. Работала в массажном салоне, теперь трудится в магазине одежды. Судя по выписке ее звонков, она общается только с подружками по работе. А есть пару звонков еще в салон красоты и заказывала столик в ресторане. А это все ее общение? Или Кирилл таскает ее в свою тусовку? Нет, это все. Ее даже нет в социальных сетях. А у него не просто музыкальная тусовка. Кирилл хозяин ночного клуба и сам в нем играет. А где есть рок-н-ролл, там… Секс и наркотики. Секс. Ну, может быть, для мужчины в возрасте это и выглядит привлекательным. А для 30-летнего парня вряд ли. Слушайте, не стал бы он приводить такую девушку на день рождения отца. Вы вообще видели эту девушку? Она же обыкновенная серая мышь. Ну, вы знаете, навыки, приобретенные в массажном салоне, вполне могут превратить серую мышь в Василису Прекрасную. Это что ж там такие за навыки в этих массажных салонах, что Кирилл выбрал из 1000 массажисток именно ее? Ну, слушай, может, она просто интересный человек. Вот это я и предлагаю узнать у потенциальной свекрови. Кому, как не ей, знать всех женщин своего сына. Вы Варю хорошо знаете? Так, непосредственная, веселая, вроде бы хорошая. Мы не так много общаемся. Краюхина разбивает семью вашего сына. А вы ей даже слова не сказали? Сын уже взрослый. Сам разберется. Это вы? Совершенно верно. На премьере своего единственного фильма. Только я тогда еще не красилась. Вам очень идет этот цвет. Он подчеркивает ту красоту, которая раскрывается только с годами. Спасибо. Что же, вернетесь к своему долгу? Будете поздравлять родных, пока муж в коме. Да, я еще и Новый год отмечу. Но только не с друзьями, а с пациентами хосписа. Я попечитель благотворительного фонда. Хочу быть со своими подопечными. Вы умная, красивая женщина с таким невероятным жизненным опытом. Еще и благотворительностью занимаетесь. Мне будет крайне неловко обличать вас во лжи. Поэтому скажите сами, чем вас так очаровала Варя? Избавила Кирилла от тюрьмы. Нашла где-то деньги и сама
Со всеми разобралась. То есть Варя помогла деньгами сыну миллионера? Кто-то из друзей Кирилла принес в его клуб наркотики. И Кириллу, как хозяину, грозил срок. Потом он категорически отказался ходатайствовать. Мол, виноват, сам разберется или будет сидеть. А Варя его спасла. Но только я вас очень прошу, пожалуйста, не говорите Платону об этом. Он до сих пор думает, что Кирилла следствие оправдало. Ну, разумеется. Спасибо. Интересно, а сколько стоит замять дело о наркотиках? Ну, опиум 3,5, героин 6,4. В иностранной прессе вычитал. И что, у простой продавщицы есть такие деньги? У нее нет, вряд ли. Но вот у нее могут быть друзья. Хотя, с другой стороны, даже если все ее друзья-продавщицы скинутся и распродадут вообще все, что у них есть, включая собственную честь, им даже не хватит, чтобы купить здесь замочную скважину. Тогда любовник. Пожилой, богатый и щедрый. Опомнись, какой любовник? Он должен быть идиот. Ты представь, он дал собственной любовнице такую кучу денег, чтобы она выкупила другого любовника. Литература знает и не такие примеры. Ты знаешь, я не уверен, что она знает, что такое литература. Но при этом она остается бабой, а баба не может не вытрепать самую важную тайну. А кому она сделает это в первую очередь? Правильно, тому, кого спасла от тюрьмы. Мне позвонил один человек, они когда-то дружили с Епифанцевым. Не хочешь встретиться? Кто такой? Бывший аудитор счетной палаты. Сейчас у него аудиторская консалтинговая фирма. Он занимает 5-е место в российском рейтинге. Сам позвонил? Ну, хотел помочь. Сейчас. Вот. Ратник Григорий. Вот телефончик. Что думаешь в Новый год делать? Лягу спать. Не люблю всю эту новогоднюю суету. Потом отоспишься. А в Новый год будь любезна к нам. Семейный праздник. Я хотела… Не спорь со мной. Нечего одной дома сидеть. Свободно. Все. Слушаюсь. И тогда мне, как обычно, выпадает флеш-рояль. Вот так вот выглядит приют музыканта, презревшего отцовские миллионы ради искусства. Но он же действительно от них отказался. Свободный человек не думает о деньгах. Кто? Кирилл не думает о деньгах? Да ты что? Он купил в одном из самых выгодных районов самого дорогого города в мире ночной клуб. Он очень расчетливый человек. И заметьте, произошло это до того, как он поссорился с папочкой. Вот удивительно, как такой расчетливый человек мог быть Акамутон, провинциальной массажисткой. Но оно в жизни обычно так и бывает. Новый год скоро. Как будем отмечать? Никак, я не верю в Новый год. Это ошибочные расчеты. Ну, а как же традиция? Собраться все вместе, открыть шампанское? Ну, тогда я переоденусь Дедом Морозом. Правда? Да, а еще нет. Пошли. Вы еще и владелец этого катка? Скорее, почетный директор. С парой друзей из бизнеса мы выступили спонсорами этой школы. Теперь просто люблю сюда приезжать иногда. Один из этих друзей не Епифанцев? Нет, спонсорство не для Платона. Он привык помогать конкретным людям в конкретной ситуации. Нас сейчас интересуют деловые связи Епифанцева, особенно конфликты. Я предоставлю вам список людей, которым Платон сумел отравить жизнь. Только советую обратить внимание на его завещание. Мы связывались с юристами, они говорят о том, что все эти разговоры о завещании блеф, никакого завещания не было. А с Генрихом Таратутой вы встречались? Нет. Если у Платона есть завещание, то оно находится у Таратуты. Я постараюсь организовать вам с ним встречу. Только это займет какое-то время. Ничего, я подожду.
такая взятка. Я проходил по делу свидетеля. Это дело давно закрыто. Вот, угощайтесь, пожалуйста. Это по моему новому рецепту. Сравните с предыдущим. Прошу. Ну? Да. Этот напиток по достоинству можно назвать хорошим коктейлем. Сам горжусь. Такой напиток способен составить человек, способный отринуть обыденную реальность и раскрыть скрытую гармонию противоположностей. Ты только сам далеко не улетай. Такой человек может женщину свою полюбить еще больше, если с ней другой переспит. Красиво. У него случайно аллергии нет на абсент? Почему вы оскорбляете наш интеллект утверждением, что вы не давали взятки? А взятка-то была натурой. Зря так, авария. Я бы знал, у нас секретов нету. Последний раз я слышал такую фразу в пьесе «Отелло». Первый акт. Потом появился платок, затянулась вот эта вся канитель. Хочешь, чтобы тебе все завидовали? Нет. Правда? Если Варя переспала с этим следаком, даже не из-за меня, а из-за какого-то собственного удовольствия. Ну и ладно. Мы, бывает, свингуем по настроению. Это когда своими бабами меняются. Да ладно. Откуда тогда у нее деньги, чтобы снять с вас обвинение? Продала квартиру в Новосибирске, которую бабка завещала. Да. Да. Любовь. Ответ по квартире в Новосибирске еще не пришел. Зато у Вари обнаружилась недвижимость в Москве. Я знаю этот район. Богатый. Да. А квартиру ей подарил Кирилл Епифанцев. Видимо, благодарность за спасение. Пришло личное дело Краюхиной из Новосибирска. Я ставлю на Вареньку. Да ты что? Ну неужели наша крошка все-таки продала квартиру? Нет! Там даже речи нету о квартире, но зато очень много интересных фактов в ее биографии появилось. Наша Варвара на своей малой родине впарила бедным бабушкам и дедушкам биологически активные добавки. Как бы панацея от всех болезней за бешеные бабки. Ну типа камни из почек не ушли, зато никто не подох. Сложно умереть от сушеного укропа. В общем, дело закрыли из-за того, что директор фирмы умер в изоляторе. Варвара вот блондинкой мне больше нравится. Молодец, Краюхина. Вот что значит практика массажного салона. Сначала она соблазнила богатенького сыночка, а потом то же самое сделала со следователем. Роман Витальевич, я знакома со следователем наркоконтроля, который вел дело Кирилла. Хочу сказать, что не такой он человек, чтобы рисковать карьерой, соблазнившись прелестями Краюхиной. Да, Виктор Иванович? Есть зацепка на Елизавету. Знаете этого человека? Гена Вакарчук. Мы учились в медицинском на одном потоке. Вот. В медицинском. Это нам пригодится. Значит, он убил Портнягина. Кого? Ну, не надо. Портнягин, ваш протеже. Официант, который подозревается в покушении на вашего тестя, Епифанцева. Яд, которым был отравлен ваш тесть, изготовлен из препаратов, к которым имел доступ, прямой доступ, ваш медицинский друг Вакарчук. Он изготовил яд, а подсыпал его в коньяк Епифанцеву. Портнягин, ваш друг детства, кругом одни друзья. Затем Вакарчук избавился от Портнягина. С какой целью вы организовали покушение на вашего тестя? Вы соображаете, в чем вы меня обвиняете? Еще раз повторите. Да, повторите, потому что я ушам своим не могу поверить. Похоже, он на правильном пути. Ну, смотря что считать правильным. Если поиск любовника Елизаветы, то да. Сколько она уже без мужа? Год? Одно другого не исключает. Я все равно верю в новосибирскую мошенницу. Интересно, Кирилл знает, что она БАДами торговала? Да, БАДы она впарила в Новосибирске. Я же говорил, что все про нее знаю. А вы что, реально думаете, что Варя отравила отца? А что, ее нежелание признать вину делает ее внутреннее состояние высоким, а ваши отношения чистыми? Короче, иронизируй сколько хочешь, мы так живем. Простите, а как вы познакомились? Понимаю, на что вы намекаете. Мы познакомились здесь, на концерте. Она не знала, кто я. Ну, ее-то я понимаю, но как мужчина тебя понять не могу. Что ты в ней нашел? Если вопросов больше нет, то пошел.
Вопросов тьма. Каждый вечер здесь собирается очень много красивых молодых девушек. И тем не менее ты предпочел провинциальную продавщицу. Может, у вас проблема какая общая имеется? Она не просто классная девчонка, у меня с ней много общего. Мы духовно близки, мы долго переписывались. Сразу переспали? Да, конечно, прям тут же, в гримерке. Завидуешь? Я единственный здесь, кому не дает покоя личная жизнь. Скажите, пожалуйста, мы можем ознакомиться с подробностями вашей переписки с Краюхиной? Вообще для этого нужен ордер, или как это там у вас называется? Че тянуть-то? Дай ноутбук. Пожалуйста. Вы вели дело о незаконном обороте наркотиков в клубе, принадлежавшем Кириллу Епифанцеву. Это было давно, и я не помню подробностей. А я вам напомню, в деле отсутствуют свидетельские показания, взятые непосредственно во время рейда. Командир спецназа, который обеспечивал рейд, утверждает, что и задержанные были, и протоколы велись. Я хотела получить от вас информацию неофициально. Но вы просто не оставляете мне выбора. До свидания. Подождите, подождите. Не было никакой взятки. Ну, Краюхина говорит, что было. Да я даже не знаю, кто это такая, ваша Краюхина. Просто мне позвонили. Из ФСБ. Получается, папа все-таки задействовал связи и отмазал сыночка от зоны, а никому не сказал, надо полагать, в воспитательных целях. А Краюхина воспользовалась ситуацией нарастить свой стек без риска. Да, и позаботился о том, чтобы Платон ничего не узнал, а то бы он очень удивился. Я был прав, она врала нам. Неужели тебе так нравится все время убеждаться в подлости человеческой природы? Подлость тут ни при чем. Другое дело, что ей самой эта мысль в голову прийти не могла, не тот размер. Головы или мысли? И того, и другого ей кто-то подсказал. Я правильно поняла, Епифанцев решил лишить наследства всех своих родственников? Да, после его смерти все активы должны были перейти в управление специально созданным фондом. А полученную прибыль фонд должен был вкладывать в развитие фундаментальной науки. Почему не детям, внукам? Платон считал, что тогда у них не будет смысла самим чего-то добиться в жизни. Следовать пути Билла Гейтса и Уоррена Баффета. Это слова из его завещания. Буду избран, буду призван, буду рядом, буду вхож, и на той последней тризне Богу в спину сунул нож. О как! Мне бы на месте Бога это совсем не понравилось. И что бы ты сделал? Я бы сразу пошел на радикальные меры. У вас на море плюс 13. Подвыпив, можно и купаться. И когда еще не ведаю, жилплощадь мамы унаследую. Буду жить не так, как все, в своей квартирке в Туапсе. Поразительная, я вам скажу, начитанность для обычной продавщицы одежды, уж тем более официантки, уж молчу про массажистку. Весьма специфическая, я бы даже сказал, странные области. Современная сетевая поэзия. Намек на родство душ? Да при чем здесь родство душ? Для человека, который ничего не понимает в интернете, она неплохо в нем ориентируется, Варвара. Вот это как раз странно. Ну что ж странного, у нее просто есть тот, кто ей помогает. Смотрите, можно попробовать пробить IP-адрес компа, с которого она вела переписку, и тогда мы найдем физически, с которого она такая сексуально-поэтически изливалась. Да. Сможешь? Вообще-то эта задачка не из легких. Ладно, я тогда знаю, кто нам поможет. Она уже греет постель своему компьютерному гению. Я еще не сказал нет. Крайне неделикатно, Роман Витальевич. Пардон, но я же правильное направление. Так, стоп, я сам это попробую все сделать, да? Ей уже можно начинать греть постель? Пардон. Вы сказали, что у вас ко мне какой-то очень важный разговор. Да. Хочу облегчить свою совесть. Я не в полной мере оказываю помощь вашему следствию. Вам нет оправдания. Правда, это грязная сплетня.
По крайней мере, это раньше так называли. Если эта сплетня связана с нашим делом и имеет под собой основания, то это уже оперативная информация. Спасибо. Один грех с моей души вы сняли. Спасибо. 5 лет назад у Ольги, жены Епифанцева, был любовник. Директор фирмы, которая пылесосит, чистит ковры, бассейны и следит за цветами в особняке Платона Тимофеевича. Надеюсь, Епифанцев не закатал его в дно бассейна? Нет. Но посадил его за налоговые нарушения. В этой сплетне есть доля правды? Разумеется. Брат моего водителя работает в личной охране Епифанцева. И к тому же этот директор фирмы, которая чистит и пылесосит, недавно освободился. Недавно это когда? 2 недели тому назад. Это здесь. Юридическая консультация, модельное агентство, школа невест, салон красоты. Центр комплексной конвертации юности и красоты в живые деньги. И работают здесь специально обученные люди. А он невесты, курсанты стоят. Ну и чему же они у нас специально обучили Краюхину? А вот сейчас ты и узнаешь все. Я никогда не поверю, что вы с вашей внешностью когда-либо испытывали дефицит мужского внимания. Ну, мужчин не такого уровня. Понятно, конечно. То есть вы хотите, чтобы мы нашли вам мужа, правильно? Да, и желательно состоявшегося. Вы же оказываете такие услуги? Конечно, конечно. Вы ищете миллионера, да? Или, может быть, миллиардера? А может быть, вы хотите что-нибудь другое в рамках вашего расследования? Не знала, что этот журнал вышел таким большим тиражом. Да нет, тираж действительно небольшой. Я бы сказал, незаслуженно. Просто моя профессия – отслеживать рынок в том числе. Понятно. Варвара Краюхина. Ну что ж, предвосхищая ваш вопрос, отвечаю. Варвара приходила ко мне на один из психологических тренингов. Но как сложилась ее дальнейшая судьба, мне доподлинно неизвестно. А охранники на входе сказали совершенно другое. Они сказали, что она часто будет здесь. Возможно, она приходит в салон красоты. По имеющимся у нас данным, Варвара Краюхина регулярно выходила в сеть интернет с одного из ваших компьютеров. Да. Мы предоставляем нашим девушкам и такие возможности. Всем, кто когда-либо у нас учился. Лично я за свободное распространение любой информации. Абсолютно любой. Есть еще вопросы? Школа невест, хозяином которой является Микушкин, регулярно оплачивала счета детективного агентства Маликом и Миних. Они собирают информацию о богатых женихах, об их привычках, вкусах, а потом шаг за шагом ведут девушку якобы к случайной встрече с этим женихом и к свадьбе. В данном случае жертва – это Кирилл Епифанцев. Не сходится. Насколько я понимаю, Кирилл не собирается жениться на Краюхиной. Епифанцев-старший завещал все свое состояние благотворительному фонду. По крайней мере, само завещание уже было составлено юристом. А так все бы делилось поровну между Кириллом и его матерью. Получается, Епифанцева нужно было бы убрать, пока он не подписал завещание. Корм для крупных пород рыб? Я вообще привык работать на перспективу с максимальным результатом. Что ты сказал про Епифанцева? Для кормящих повторяю. Епифанцева нужно было бы убрать, пока он не подписал завещание. Так, получается, психолог так, за идею старался. Ну, если вы правы, то Вакарчук тут ни при чем. А если не правы? Я к тому, что Вакарчук уже часа 3 у нас сидит в режиме ожидания. А почему молчал? На момент убийства Портнягина алиби у вас нет. Я был дома. Конечно, и это подтвердят ваши красивые аквариумные рыбки. Яд, которым был отравлен Епифанцев, представляет из себя смесь сильнодействующих лекарств, к которым вы, как врач, имеете прямой доступ.
Что вам пообещала ваша студенческая любовь за помощь в убийстве свекра? Извините, а какие у вас вообще есть доказательства? Найду, пока ты будешь шконку греть. Недолго буду греть. Я не виновен. Мы знаем, что у жены Епифанцева был роман. С кем? Вы не могли об этом не знать? Конечно, не мог. Гена его зовут. Гена. Фамилия не Лухвятин, случайно? Да, он. Его фирма занималась уборкой на территории в особняке Епифанцева. Я с ним сначала поговорил, конечно, но он не отступил. Потом Епифанцев приказал все докладывать. Лухвятин мог организовать отравление? Да нет, ну что вы, он дядька беззлобный. Даже говорит, понимаю, в чем ты Епифанцева. Быть обманутым мужем тяжело, невыносимо. То есть вы не только знаете, что Лухвятин освободился, но и разговаривали с ним? Да, разговаривали. Но Епифанцев снова приказал следить за Ольгой Николаевной. Ну и как, следили? Следил. Только этому роману пришел естественный конец. Если верить Биллингу, то они встречались 5 раз на квартире у Лухвятина. Коржов не доглядел? Выпускник Академии ФСБ, суперпрофи, не доглядел за своими... Ну, значит, он их прикрывает. Я не сильно побеспокоил. Наш хозяин школы невест, как его? Микушкин. Микушкин. В Лондон собрался улетать, уже билеты купил. Так что мы его провожаем, отпускаем? Есть у нас какие-нибудь доказательства? Его не отпускать? Ну, в принципе, на все то же самое, что и было раньше. Сегодня утром пришел официальный ответ из Новосибирска. Как мы и знали, у Варвары Краюхиной нет никакой квартиры. Молодец, развела Кирюху на квартиру. О, женщины, вам имя вероломство. Что делаешь? Слушай, учусь есть. Это все? Нет, не все. Пришел результат экспертизы. На одежде Портнягина обнаружена шерсть собаки, а предположительно Ньюфаундленд. А у него есть собака? Нет и никогда не было. Вот теперь все. А может, он погладил случайную собаку перед смертью? А что, если хозяин собаки видел убийцу Портнягина? А что, если собачник случайно в парк зашел и больше там не появится? Или это была бездомная собака? Мы этого не знаем. Но этого не знают и убийцы. Может быть, нам дать обратные Телзы? Чего? В кармане. Мы сливаем информацию подозреваемым о том, что у нас есть свидетель-собачник. У них взрывается мозг, они думают, что он нам говорить будет. А мы за ними наблюдаем. Может, что и проколется, а? А ты найдешь приличный повод отпустить Вакарчука? Да ради такого дела, Ром, я принесу ему официальные извинения от твоего имени. От моего не надо. Надо? Ты рассказала ему уже про школу невест? Какую школу? Хорошо, я сам расскажу. Хотя нет, пусть она расскажет. Он же тебе больше поверит. Кирюш, тебя оправдали. И... В общем, следователь сам догадался, что ты не виноват. Я никому денег не давала. Что? А как же бабкина квартира? А не было никакой бабки, не было квартиры, соответственно. А ты уже персями набряк от такого самопожертвования. Думал, что бедная девочка сама себя по миру пустит, чтобы тебя выкупить. А при чем тут школа невест? Именно там она познакомилась с инструктором, который и научил ее, как тебя на себе женить, чем она, собственно говоря, сейчас и занимается. Меня на себе женить? Да. Я уверен, что именно она предложила убить твоего отца, чтобы он не смог лишить тебя наследства. Прекратите! Хорошо, объясню на пальцах. Официанта, который подмешивал яд в стакан твоему отцу, убили в парке. Это видел собачник. Он видел убийцу в лицо. Завтра утром ее приятелей пригласят на опознание. Ну, а сегодня вы можете продолжать наслаждаться этим последним вечером, полным счастья и чуть не сказал невидения. Не подходи ко мне!
Прекратите поясничать. Следователь сказал, что этот свидетель завтра опознает убийцу. Он уверен, что Варя имеет отношение к этому. Значит, ты в ней ошибся. И я ошиблась. За Вакарчуком и психологом Микушкиным установлено наружное наблюдение. Расчет на то, что убийца начнет искать собачника. Так точно. Новый парк, малолюдная тропа. Если окружать плотно, то мы просто засветимся и спугнем убийцу. Поэтому операцию придется проводить небольшими силами. Да я уже понял. Вы не хотите мне сказать, что это очень опасно? Я даже знаю, кто вызвался быть живцом. Сейчас как раз в том месте, где убили Портнягина. В кармане пескарь под носом у щуки. Да. Точка максимального риска пройдена. Бегу дальше. Ни Микушкина, ни Вакарчука в зоне визуального контроля наружки. Один ужинает в ресторане, другой в гараже с машиной возится. А все, он уже выходит. Ну что, отрицательный результат тоже результат. Молодец. Алло. Алло, ну где вы? Я вас не вижу. Мы за парковкой стоим. А? Алло. Алло. Что такое? Алло? А где он? Прием. Слушай. Мы засекли систему подавления радиосигнала. В вашем районе работает система подавления радиосигнала. Черт. Сняли с него маячок, вон выбросили. Ничего, пока время есть у нас. Еще допрашивать его будут. Что мы имеем? Это профессионал, обезвредил радиомаяк, использовал спецаппаратуру для подавления связи. Кто у нас такой умный? Только двое из этого. Малкольм и... Я знаю, кто это. Алло, Олег, мне нужен биллинг одного номера. Ты А я-то как удивлен. давно ты по лесу с собачками бегаешь? Да первый раз. Но мне везет, я сразу убийцу Портнягина нашел. Я бы не стал на твоем месте торопиться. Спроси у начальницы. Вдруг невыгодно. Их баб иной раз не разберешь. Ты меня вилами запари. Шутка. Лежи тихо, понял? Ольга Николаевна, голубушка, это ж вы? Приходите лично пообщаться. На мне датчика нет, вас не отследят. Валить его надо по-быстрому. Ах, Ольга Николаевна, как я вас понимаю, как никто другой. Ну, это маловероятно. Ну, почему же вы мне не доверяете? Бабье лето на исходе, а жизнь такую любовь подкинула. Заплатили вы тюремной ценой. Муж, если узнает, наверняка на этот раз в асфальт закатает. Вот вы решили стать вдовой. Ну что ж, тоже понимаю. А этот перец вам помочь взялся. Ну, прав. Убирать его надо и быстро. Чего это с ним? А? Он нас дурачит, что ли, или со страху помер? Похоже. Во всяком случае, пульса я у него не нащупала. Ну, это хорошо, что он сам откинулся. Собачников у них нет, так что даже если и найдут, то ничего не докажут. А ну-ка давай. Грузи его на телегу. Ага.
Стоять! А ну стоять! Шур! Не вертись! Скорую, врача сюда быстро! А, вот у нас что здесь. Живо! Врача сюда быстро! Вперед! В кармане! Фрейд. Фрейд, ты жив? В машину. Фрейд. Давай, давай. В это сложно поверить, но это старинная тибетская практика сознательной остановки сердца и дыхания. Я могу остановить на 3 минуты. Некоторые продвинутые йоги говорят, что на 10, но я не очень в это верю. А если бы мы не успели? Ну, тогда бы я мог очнуться в самое неподходящее время. И они очень бы удивились. Они бы тебя добили. Да ладно, я бы вывернулся. Мы его забираем. Стационар, под наблюдение. Грузите его. Ой, я, Витя! Извини. Что, придется без Фрейда, что ли, праздновать? Ну что, Фрейд подъедет? А как он подъедет, если врач сказал, после такого эксперимента минимум 3 дня стационара? А Николаевна где? Она с Голчанским на торжественном собрании в министерстве. Ну, вот освободится, приедет. Это что, у нас всего 3? Классика. А, подожди, то есть если Фрейд сейчас 3 дня будет в больнице, то Новый год он встретит там? А давайте мы все к нему поедем. Очень хорошая идея. А это все возьмем с собой и там… Ну, с другой стороны, ему полезно осмыслить свое поведение в тишине. А какой номер палаты? Не знаю, сказали у дежурного врача спросить. И где этот дежурный врач? Да закрылся он с медсестрами. Подождите, я не понимаю, как Я пропал. сам не понимаю. Я его только час назад оставил. Был здесь. Фрейд пропал. А я предупреждал. Зря бутылку брали. Сами выпьем. Вы что здесь делаете? А где все? Это ты. Все к тебе поехали в больничку. Анна с ними тоже после собрания. А я остался вот дела кое-какие доделать. Слушай, давай вместе их доделывать. Она выбирала между долгом и безопасностью любимого человека. А это очень сложный выбор. Значит, не любит. Любит, но выбрала долг. Ты можешь себе представить ее состояние, когда сначала тебя потеряли, потом ты нашелся мертвый, а потом ты оказался живой? А что она чувствовала, когда он сбежал из больницы? Наступающим. Где вы так долго ходите? Так. Ну? Давай. Люд, разгребай. Тепленькие. Понял. Ага. А там вот Фрейд вам подарки купил. Да? Ну там сами разберетесь, кому какой. Слушайте, ну надо проводить старый год-то, а? Сейчас проводим. Бери, бери. Ты стакан у него забери. Нормально. Вы же с нами проводите старый год? Нет.